Он прожил с ней 47 лет, вырастил 3 детей, похоронил ее мать и своего отца. И в 68 лет собрал чемодан и ушел к 34-летней. А через год она позвонила ему. Не чтобы проклясть, не чтобы попросить вернуться. Она позвонила, чтобы сказать ему кое-что такое, отчего он сел прямо на пол в прихожей чужой квартиры и заплакал, как не плакал никогда в жизни, даже на похоронах матери. Эта история не про измену. Она про то, что иногда самое страшное наказание — это не боль, это понимание, которое приходит слишком поздно. Валентина Михайловна заварила чай в 5 утра, как всегда. Ромашковый, без сахара, в той самой кружке с отколотой ручкой, которую муж все собирался выбросить, а она не давала. Это же история, Гена, в ней вся наша жизнь. Геннадий только отмахивался. Он вообще в последнее время только отмахивался. Она сидела у окна и смотрела, как во дворе дворник метет листья. Октябрь был теплый в том году, неожиданно теплый для их маленького уральского города, где зима обычно приходила без предупреждения, как непрошенный гость. Валентина смотрела на листья и думала: вот и мы так, летели-летели и лежим. Ей было 66, Геннадию 68. Они познакомились в 1976 году на танцах в Доме культуры завода «Уралмаш». Он пришел с другом, она с подругой. Подруга потом вышла замуж за того друга, прожила с ним 20 лет и развелась. А они с Геной, вот, почти полвека. Валентина помнила все, как он пригласил ее на медленный танец и наступил на ногу, а потом так покраснел, что она засмеялась, и этим спасла его от земли, готовой поглотить его со стыда. Как он ухаживал неловко, приносил гвоздики, тогда розы были дефицит. Как сделал предложение прямо в автобусе, потому что они опаздывали в ЗАГС и не было времени устраивать красивую сцену. «Валь, ты же выйдешь за меня? Скажи быстро, а то приедем уже». Она сказала: «Выйду, болван». Все в автобусе захлопали. 47 лет. 3 детей. Сергей, Наташа, маленький Антон, теперь уже совсем не маленький, 41 год. 2 внуков. Внуки называли ее «баба Валя», и каждое лето приезжали на дачу, где она кормила их клубникой прямо с грядки и учила делать венки из одуванчиков. Геннадий всю жизнь проработал инженером на том же заводе, вышел на пенсию, и вот тогда что-то начало меняться. Медленно, почти незаметно, как трещина в фундаменте. Ее не видно, пока дом не начинает оседать. Сначала он начал ездить на рыбалку чаще обычного. Раньше раз в месяц с приятелями, потом каждые выходные, потом и в будни. Валентина не возражала, пусть, что ему дома сидеть. У пенсионеров своя тоска, она понимала. Сама она была занята. Грядки, внуки, соседка Нина Павловна с давлением, книжный клуб при библиотеке, который она сама же и организовала 3 года назад. Потом появился телефон. Новый, Samsung, которого она раньше не видела. Купил старый барахлил. Покажи. Да что там смотреть, Валь, обычный телефон. Она не настаивала. Зря. Потом запах. Не духи, нет, он был не дурак. Просто другой запах, другого мыла, другого воздуха, как будто он был в другом месте и принес его с собой. Она однажды прижалась к его плечу вечером. Он мягко отстранился. Устал. Раньше никогда не отстранялся. Валентина была не наивной женщиной. Она 66 лет прожила на этом свете, пережила советское время, перестройку, 90-е, когда они едва сводили концы с концами, и она продавала вязаные носки на рынке, чтобы купить детям нормальную еду. Она знала, как выглядит жизнь без прикрас. Она все понимала. Но когда понимаешь, это не значит, что не больно. Она спросила его однажды вечером, прямо, без истерики, без слез, просто посмотрела ему в глаза через стол и спросила: «Гена, у тебя кто-то есть?» Он долго молчал. Потом сказал: «Давай не сейчас». И Валентина поняла, что «не сейчас» — это «да», просто с отсрочкой. Она не кричала, не плакала при нем, встала, помыла посуду, легла спать и всю ночь смотрела на потолок. Слушала, как он дышит рядом. Он уснул быстро. Геннадий всегда засыпал быстро, это ее немного раздражало. Она не спала до 4. Думала: вот этот человек рядом. Я знаю, как он дышит во сне. Знаю, что боится врачей, но никогда не признается. Знаю, что любит соленые огурцы с черным хлебом и терпеть не может лук в горячем. Знаю, что в детстве упал с дерева и до сих пор, когда нервничает, трет левое запястье. Я знаю этого человека насквозь. И этот человек —
уходит. Разговор состоялся через 2 недели. Геннадий пришел домой не к ужину, а поздно. Она уже думала, не случилось ли чего. Сел за стол, не снимая куртки, и сказал: «Валя, нам надо поговорить». Она поставила перед ним чай. Молча. Села напротив. Он говорил долго и путанно. Что-то про то, что жизнь одна, что он не чувствует себя живым, что это не ее вина, что она хорошая женщина, что дети взрослые и все понимают. Валентина слушала и смотрела на его руки. Большие рабочие руки с этим шрамом на большом пальце. Получил на заводе в 83-м году. Она тогда 3 ночи не спала от страха, хотя рана была несерьезная. Эти руки держали ее в роддоме. Закапывали ей капли в нос, когда она болела. Сажали вместе с ней картошку 40 лет подряд. «Кто она?» — спросила Валентина. Он замолчал. «Гена, я взрослый человек. Скажи». Ее зовут Карина. Она моложе. Намного? Пауза. 34 года. Валентина закрыла глаза, открыла. Значит, она моложе меня на 32 года. И старше нашего Антона на 7 лет. Геннадий смотрел в стол. «Уходи», — сказала она. Тихо. Без надрыва. «Сегодня. Возьми, что нужно, и уходи. Я не буду устраивать сцен. Но оставаться ты не можешь». Он собирал чемодан час. Она сидела в кресле в спальне и слышала, как он ходит по квартире, как открывает ящики, как замирает иногда, наверное, смотрит на что-то, на фотографии, на книги, на 47 лет упакованных в 4-комнатную квартиру. Когда он уходил, она вышла в коридор. Он стоял с чемоданом и смотрел на нее. В его глазах было что-то, она не сразу поняла, что. Потом поняла. Он ждал, что она остановит его. Что она скажет «не уходи», или устроит скандал, или заплачет. Что-то, что даст ему право злиться или право пожалеть. Что-то, что снимет с него ответственность. Она не дала ему этого. «Ключи оставь», — сказала она. Он положил ключи на тумбочку. Вышел. Дверь закрылась. Валентина постояла в тишине. Потом пошла на кухню, взяла кружку с отколотой ручкой, долго на нее смотрела и поставила обратно. Не выбросила. В эту ночь она наконец-то поплакала. Долго, в подушку, но потом уже под утро, когда слезы кончились, потому что они всегда кончаются, она вдруг ощутила что-то странное. Что-то, чему она не сразу нашла название. Тишина. Просто тишина. И в ней она сама. Карине Еловой было 34 года, и она точно знала, чего хочет от жизни. Она сама так говорила подругам. А их у нее было много, шумных, ярких, таких же уверенных в себе. Она работала администратором в фитнес-клубе «Энергия». Хорошее место, хорошие деньги, приятные люди вокруг. Была один раз замужем, в 26, за ровесником Димкой, который оказался ленивым и инфантильным. Диван, фифа, ну и что работа, я устал, ты что не понимаешь. Развелась через 2 года без сожаления. Детей не завела, еще успею. Геннадия она встретила в том же клубе. Он пришел по совету врача. Давление, лишний вес, надо двигаться. Приходил 3 раза в неделю, всегда здоровался вежливо, никогда не хамил, не смотрел на персонал как на обслугу, что, если честно, встречалось реже, чем хотелось бы. Однажды помог ей поднять упавшую стойку, сам, не дожидаясь, пока позовут кого-то. Потом они разговорились. Потом еще раз. Потом он пригласил ее на кофе. Карина потом сама себе не могла объяснить, почему согласилась. Он был старше ее отца. Он был явно женат, кольцо на пальце, хотя и потертое. Он был из другого мира совершенно. Но в нем было что-то такое настоящее, основательное. Он не пытался казаться моложе, не покупал дорогих вещей, чтобы произвести впечатление. Просто разговаривал с ней как с человеком. Спрашивал, что она думает, слушал ответы. По-настоящему слушал, а не ждал паузы, чтобы вставить свое. Она выросла без отца. Тот ушел, когда ей было 7. Мать тянула одна, работала на 2 работах, любила, но времени катастрофически не хватало.
Карина с детства привыкла быть самостоятельной, привыкла не ждать помощи и отвыкла ее принимать. А этот старый инженер смотрел на нее так, будто она была ценной. Некрасивой, это ей говорили многие, именно ценной. Как будто то, что она думает и чувствует, имело значение. Она не строила иллюзий, она говорила себе: это ненадолго, это глупость, это пройдет. Но оно не проходило. Когда Геннадий позвонил ей и сказал, что ушел из семьи, она почувствовала не радость, она почувствовала страх, настоящий холодный страх. Потому что одно дело тайные встречи, кофе, романтика с запасным выходом, и совсем другое — реальный человек с чемоданом у твоей двери. «Гена, ты понимаешь, что ты сделал?» — спросила она. «Понимаю», — сказал он. «У тебя 3 детей, внуки, жена. Я знаю. Ты не можешь просто взять и...» «Карина», — перебил он, и в голосе было что-то такое, что она замолчала. «Я старый человек. У меня осталось, может, 10 лет нормальной жизни, может, меньше. Я не хочу прожить их в ожидании смерти. Я хочу прожить их рядом с тобой». Она пустила его. Потом, когда подруги спрашивали ее: «Карин, ну как ты вообще? Он же дед». Она смеялась вместе с ними, потому что так было легче, потому что объяснять было сложно. Первые месяцы были странными, хорошими и странными одновременно. Геннадий готовил по утрам, она не умела, он умел, и готовил вкусно, по-домашнему, с супами и котлетами. Она привыкла к растворимой лапше и доставке. Он чинил все, что ломалось, не вызывал мастера, а брал инструменты и чинил сам. Она смотрела на него и думала: вот это мужчина, настоящий. Но были и другие моменты. Он засыпал в 10 вечера, она только входила во вкус вечера. Он не понимал ее друзей, не грубил, но явно скучал. Он иногда звонил детям, и она видела, как после этих разговоров он долго сидит молча, как смотрит в одну точку, как трет левое запястье. Через полгода после того, как Геннадий перебрался к ней, позвонил его сын Антон. Карина не слышала разговора, ушла на кухню. Но когда вернулась, увидела Геннадия у окна. Он стоял спиной, плечи были опущены. «Что случилось?» — спросила она. «Жену в больницу забрали», — сказал он, не оборачиваясь. «Сердце». «Серьезно?» «Пока не знают». Пауза. «Гена, езжай». Он обернулся, посмотрел на нее. «Езжай», — повторила она. «Она мать твоих детей, езжай». Он поехал, вернулся ночью, сказал, что все обошлось. Стресс, аритмия, ничего критического. Выпишут через несколько дней. Лег. Она лежала рядом и чувствовала, что он не спит. «Как она?» — спросила Карина. «Похудела», — сказал он в темноту. Она похудела сильно. Больше он ничего не сказал, но она слышала, как он дышит. И в этом дыхании было что-то, что она не умела назвать, что-то тяжелое. Карина смотрела в потолок и думала: «Я молодая женщина, со мной рядом лежит мужчина, который только что проведал жену, которую бросил ради меня, и теперь не спит и думает о ней. И я не знаю, что с этим делать». Она не знала, никто ей не рассказывал, как с этим жить. Тем временем в 4-комнатной квартире на улице Металлургов жизнь шла своим ходом. Валентина Михайловна вернулась из больницы через 5 дней, похудевшая, бледная, но вполне боевая. Дочь Наташа хотела остаться пожить, но мать отказала. «Иди к своей семье, Наташенька, у тебя своих дел хватает, я не инвалид». Дети позвонили отцу, все 3, отдельно. Сергей говорил холодно и официально, Наташа плакала. Антон, тот самый младший, сказал: «Пап, я не осуждаю тебя как человека, но то, что ты сделал с мамой, это подло», и повесил трубку. Геннадий после этого разговора 3 дня ходил сам не свой. А Валентина Михайловна делала удивительную вещь. Она жила. Не выживала, именно жила. Ходила на свой книжный клуб, и там впервые за годы говорила не только об организации, но и о книгах. Соседи смотрели с жалостью, шептались. Она это знала и игнорировала с королевским достоинством. Прошел год. Год — это много. Это 4 смены сезонов. Это день рождения Геннадия, который она отметила тем, что испекла его любимый яблочный пирог и отнесла его в книжный клуб, сказав, что просто захотелось испечь. Никто не спрашивал. Это была первая годовщина свадьбы, которую они провели порознь, 14 марта. 48 лет назад они расписались в ЗАГСе с отколотой дверной ручкой. Смешная деталь. Они потом всю жизнь вспоминали и смеялись. В этот день Валентина достала старый альбом с фотографиями. Долго смотрела, закрыла,
поставила на место. Позвонила Зоя. «Валь, идем в кино». «Идем». Жизнь шла. Но в ней, в этой жизни, было кое-что, чего никто не знал. Даже дети. Валентина начала писать. Не дневник, нет. Она писала рассказы. Маленькие, простые, про жизнь. Про завод и 70-е годы. Про детей, которые маленькими боялись грозы и прибегали к ней в постель. Про огород и первую клубнику. Про маму, которой уже не было 20 лет. Зое, которой она показала первый рассказ, прочитала и сказала: «Валя, это надо публиковать». «Где?» — засмеялась Валентина. «В газете?» «В интернете, серьезно», — сказала Зоя. «Я покажу тебе как». И показала. У Валентины Михайловны появился аккаунт не во всех соцсетях, только в одной, та, что попроще. Зоя помогла зарегистрироваться и написала первый пост с ее рассказом. Через неделю 57 комментариев. Валентина читала их и не верила глазам. Незнакомые люди писали. Плакала. «Как точно? Это же про мою бабушку. Напишите еще». Какая-то девушка из Новосибирска написала: «Я столько лет не могла объяснить маме, почему уехала из дома. Ваш рассказ объяснил за меня. Спасибо». Валентина Михайловна, 66 лет, учительница на пенсии, написала что-то нужное незнакомой девушке. Она сидела за компьютером, Зоя научила пользоваться, хотя этот ваш интернет, Зоенька, это что-то странное, и чувствовала что-то теплое в груди, что-то совершенно новое. Она была нужна. Не как жена, не как мать, не как бабушка, как человек, как она сама. Когда ей в том году исполнилось 67, она провела день рождения так, как не проводила никогда в жизни. Зоя собрала у себя дома 10 человек, все из книжного клуба, всех возрастов. Было шумно, смешно, говорили до полуночи о книгах и о жизни. Кто-то принес вино, кто-то торт. Один из участников клуба, Виктор Семенович, бывший преподаватель литературы, 72 года, вдовец, долго разговаривал с Валентиной о Чехове и смотрел на нее так, как Геннадий не смотрел, наверное, лет 20. Она это заметила и ничего не сделала с этим знанием, просто убрала в маленький теплый карман. На потом. А у Геннадия и Карины тем временем случилось то, что рано или поздно случается, когда первый огонь гаснет и остается жизнь. Остался быт. Геннадий был аккуратным человеком, привык за 47 лет. Карина была творческим беспорядком. Она не видела проблемы в немытой посуде, если нет настроения, в стопке журналов на полу, в том, что можно поужинать чипсами, если не хочется готовить. Для Геннадия это было физически тяжело. Не потому, что он был занудой, нет. Он сам себе говорил, что надо привыкать, что люди разные, но привыкнуть не получалось. Карина видела, как он убирает за ней, молча, без слов, берет тарелку, моет, ставит. Это ее не раздражало. Оно ее мучило, потому что она понимала, он не может иначе, и она не может иначе, и никто из них не виноват. Просто они разные. Потом Карина потеряла работу. Фитнес-клуб закрылся, арендодатель поднял аренду втрое. Она искала новое место 2 месяца. Геннадий предложил помочь деньгами, у него была пенсия и немного накоплений. Она отказала. Он настаивал. Она стала раздражительной. Он замкнутым. Однажды вечером они поругались. По-настоящему, первый раз за все время, до крика, до «не смей», до хлопнутой двери. Карина сидела в ванной и плакала. За дверью Геннадий ходил по квартире и молчал. Потом дверь открылась. Он стоял на пороге с чашкой чая. «Карин», — сказал он тихо, — «я не умею правильно. Никогда не умел. Валя всегда говорила, что я человек одной скорости. Может, она была права». Карина смотрела на него, на старого человека с чашкой чая у дверей ванной, и думала: «Я влюбилась в него потому, что он не пытался казаться другим, а теперь злюсь, что он не другой». «Дай сюда чай», — сказала она. Он дал, сел рядом на край ванны. Они помолчали. «Гена», — сказала она наконец, — «ты скучаешь по ней?» Долгая пауза. «Я скучаю по 47 годам», — сказал он.
Это не одно и то же». «Это одно и то же», — сказала Карина. «Не жестоко, просто честно». Он не ответил, но и не возразил. В ту ночь она долго думала. Она думала о том, что есть разница между тем, кого любишь, и тем, с кем можно построить жизнь. О том, что она, может быть, была для него не любовью, а воздухом, которого ему не хватало. Глотком. И она думала о Валентине Михайловне, о женщине, которую никогда не видела, которая сидит где-то в той квартире с кружкой с отколотой ручкой. Карина вдруг подумала, а каково ей? Просто вот так, впервые по-настоящему подумала. Не абстрактно, не «ну, конечно, ей тяжело», а что она сейчас делает, что чувствует, как ей. И от этой мысли ей стало так нехорошо, как не было ни разу за все это время. Антон, младший сын Геннадия, приехал к матери, привез продуктов, помог починить кран. Они сидели на кухне и пили чай. «Мам, ты как вообще?» «Честно. Я пишу рассказы. Хочешь прочитать?» Антон читал час. Потом сидел молча. «Мам», — сказал он, — «почему ты раньше не писала?» «Некогда было», — сказала она просто. «Я была занята вашей жизнью, а теперь у меня есть своя». Антон поехал домой и всю дорогу думал об этих словах. «Я была занята вашей жизнью, а теперь у меня есть своя». Потом позвонил отцу. Геннадий взял трубку. «Пап», — сказал Антон, — «я был у мамы». «Как она?» «Она пишет рассказы. В интернете. У нее уже подписчики есть». Молчание. «Пап, я не звоню, чтобы обвинять», — продолжил Антон. «Я звоню, потому что ты мой отец, и я тебя люблю, хотя сейчас не могу тебя оправдать. Просто знай, с ней все в порядке. Живи с этим как хочешь». И повесил трубку. Геннадий сидел у окна. И он впервые за весь этот год позволил себе подумать то, о чем думал все время. Правильно ли он сделал? Прошло время. Звонок был в воскресенье утром. Карина была на кухне, жарила яичницу, научилась, наконец. Геннадий сидел с газетой. Он все еще покупал бумажную газету. Единственный человек в их доме. Телефон Геннадия зазвонил. Он посмотрел на экран и застыл. Карина обернулась. Увидела его лицо. «Кто?» — спросила она. «Валентина», — сказал он. Пауза. «Возьми», — сказала Карина. «Тихо. Выйди в комнату и возьми». Он взял. Карина стояла у плиты и слышала только его голос. Не слова, просто голос. Сначала удивленный «Да, Валя?» Потом тише «Да, я слушаю». Потом тишина. Долгая. Потом «Как?» Потом еще тишина. Потом что-то, что она не расслышала. Потом звуки, которые она сначала не поняла. И потом поняла. Он плакал. Карина выключила плиту. Постояла. Потом осторожно заглянула в комнату. Геннадий сидел на полу в прихожей. Прямо на полу, у стены, с телефоном в опущенной руке. Большой старый человек. Плечи тряслись. Он плакал так, как, наверное, не плакал никогда в жизни. Карина подошла, опустилась рядом. Не спрашивала ничего. Просто положила руку на его плечо. Он долго не говорил. Потом сказал голосом, который она не узнала. Она написала рассказ. Про нас. Про всю нашу жизнь. Ее напечатали в журнале. Настоящем журнале, литературном. Позвонили ей из редакции. Она звонила, чтобы сказать мне. Пауза. Она звонила, чтобы сказать мне, повторил он. Не детям, не подруге. Мне. Потому что... Он остановился? Потому что сказала: «Ты единственный человек, который знает все, о чем я написала. И я хотела, чтобы ты знал». Карина сидела рядом и слушала. «Она не злилась», — продолжал Геннадий. Она просто позвонила и сказала. Голос был такой, знаешь, как она умела. Спокойно так, тихо. Она спросила, как я. Я сказал, нормально. Она сказала, я рада. И я понял, что она не врет.
Она правда рада. Она не желает мне плохого. Она меня отпустила. Совсем. Он замолчал. «Карин», — сказал он потом, — «я всю жизнь думал, что я знаю эту женщину. А я не знал. Я не знал, что она такая». «Какая?» — спросила Карина. Он искал слово. «Долго?» «Большая», — сказал наконец. «Она больше, чем я думал». Карина сидела рядом и думала о том, что этот звонок изменил что-то. Не в них двоих, нет, в нем. Она видела это по его лицу. Что-то, что было сжато все это время, отпустило. Как будто он нес вину, как камень, и этот камень ему только что не сняли, нет, но назвали его настоящим именем. Она помогла ему подняться с пола. «Иди умойся», — сказала она. «Яичница стынет». Он пошел умываться. Она вернулась на кухню. И там, у холодной плиты, Карина наконец позволила себе заплакать тоже. Не громко, тихо, быстро. Потерла глаза, включила плиту снова. Она думала о женщине, которую никогда не видела и никогда, скорее всего, не увидит, которая позвонила человеку, который ее предал, чтобы поделиться хорошей новостью, просто потому, что он единственный, кто знает все. Карина думала, вот это и есть, как это называется, достоинство. Вот это. И думала, смогу ли я так когда-нибудь, если мне будет столько же лет и столько же боли? Смогу ли я вот так позвонить и просто сказать, без злобы? Она не знала ответа. Через 3 года Валентина Михайловна выпустила книгу. Небольшую, тонкую. 20 рассказов о жизни. На обложке написано «Валентина Крылова». Ее девичья фамилия. На презентации в городской библиотеке был аншлаг. 70 человек в зале, который рассчитан на 50. Пришли дети, все 3. Пришли внуки. Пришла Зоя, конечно. Пришел Виктор Семенович с огромным букетом желтых тюльпанов. Он теперь приносил их регулярно, и это уже никого не удивляло. Геннадий тоже пришел. Он позвонил Антону заранее, спросил, можно ли. Антон сказал, спроси у мамы. Мама сказала, пусть приходит. Он стоял у стены, в стороне, не рядом с детьми, просто в зале. Видел, как она стоит у кафедры и читает вслух, спокойно, уверенно, с паузами в нужных местах. Зал слушал тихо. Она читала кусок про кружку. Про кружку с отколотой ручкой, которую не выбросила. «Некоторые думают, что я оставила ее из жалости», — читала она, — «или из упрямства. Нет, я оставила ее потому, что в каждой сломанной вещи есть история. А истории — это все, что у нас в итоге остается. Не люди, не годы. Истории о них». В зале кто-то тихо заплакал. Геннадий стоял у стены и слушал голос женщины, которую знал 48 лет, и думал о том, что не знал ее совсем. И это была самая горькая, самая честная мысль в его жизни. После презентации они столкнулись в фойе. Случайно или нет? «Геннадий», — сказала она. «Валя», — сказал он. Пауза. «Хорошо написано», — сказал он. «Спасибо», — сказала она. Еще пауза. «Я рад, что у тебя так», — сказал он. Она посмотрела на него. Долго. На старого человека, который был половиной ее жизни и стал чужим по собственному выбору. И в ее взгляде не было ни злобы, ни жалости, просто знание. Такое спокойное, глубокое знание. «Я тоже рада, Гена», — сказала она. И ушла. К детям, к Виктору Семеновичу с тюльпанами. К своей жизни. Геннадий посмотрел ей вслед. Потом вышел на улицу. Он долго стоял на крыльце библиотеки. А потом достал телефон и позвонил Карине. «Карин», — сказал он, — «ты как?» «Нормально», — сказала она. «Ты как?» «Тоже». Пауза. «Я скоро приеду», — сказал он. «Хорошо», — сказала она. «Я сделаю чай». Он убрал телефон. Пошел к остановке. И впервые за очень долгое время не думал ни о прошлом, ни о будущем. Просто шел. «Хочу узнать ваше мнение. Как вы думаете, Валентина поступила правильно, позвонив Геннадию? Или это было слабостью? И что для вас важнее в жизни? Верность человеку или верность себе? Напишите в комментариях. Здесь нет правильного ответа. Есть только ваш